Замена масла на Volkswagen T5, двигатель БПЦ, 2,5 литра. Дизель 5-цилиндровый. Была снята защита, подставлен система для слива масла. Все, начинаем сливать масло. Вот гаечка. Масло, как видите, стекает. Сейчас еще минут 5 ждем и закручиваем крышечку. После снятия масляного фильтра, замены, я поднимаю автомобиль еще раз и еще раз сливаю масло. Вытекает порядка пол-литра после этого старого масла. Покажу вам позже. Закручиваем масляную пробку. Просто от руки на несколько витков. Так, переходим к откручиванию масляного фильтра. Чтобы до него добраться, нужно снять и отвести в сторону бачок гидроусилителя. Масляный фильтр находится, вот крышка с шестигранником на 32. Вот там. Достаточно трудоемко до него добраться. Чтобы открутить, нужна головка на 32 вот с таким удлинителем и карданчиком. Бачок гидроусилителя сняли, отвели в сторону. Вот как видите, головку подсоединили с удлинителем. Начинаем откручивать фильтр. Да, чтобы фильтр вытащить, надо приготовить тряпки, потому что с него капает масло. Можно все закапать. Так выглядит масляный фильтр. Все, он снят. Сейчас ставим новый и закручиваем. Это новый фильтр, и в комплекте идет прокладочка под крышку. Сейчас все смонтируем. Фильтр вставляется в крышку до щелчка. То есть там фиксированное положение. Прокладку также поставили новую. Сейчас поправим ее, немножко кривовато стоит. Так, ну вот после замены фильтра еще раз поднимаем машину и снова откручиваем пробку. Порядка пол-литра у нас еще вытекает из двигателя. Сейчас вам я это покажу. После такой замены масло входит 8 литров. Ждем, когда стечет, закручиваем пробку до конца и ставим защиту. Ну все, заливаем масло. Вот у нас две канистры масла Mobil 5W30. Масло с допуском Volkswagen 504-507. Это для двигателей с сажевым фильтром. Напоминаю, двигатель у меня БПЦ. Машина с Германии. Машина с сажевым фильтром. Только такое масло можно заливать. 504-507. Есть такое масло у Castrol, Mobil, Liqui-Moly. Ну и у других марок тоже. Масло заменили. Я сейчас залил порядка
7,5 литров. Сейчас оно стечет и еще долью, чтобы где-то было посередине, по щупу. Переходим к замене воздушного фильтра. Меняем на фильтр Фильтрон. Уже ставили, качество нормальное, производство Польши. Фильтр стоит вот в этой коробке. Значит, снимаем сначала вот этот разъем. И чтобы снять и главное потом поставить вот этот хомут, нужны вот желательно вот такие вот клещи, потому что он достаточно широко раскрывается и обычными плоскогубцами проблематично его поставить на место. Вот видите, как раскрывается этот хомут. Штекер сняли, воздушную трубу сняли. Сейчас тут такие вот защелки, видите, одна здесь, другая с другой стороны. Отщелкиваем и снимаем вверх коробку. Короб воздушного фильтра сняли, фильтр достали вот в таком вот состоянии. Меняю я его каждую замену масла. Считаю, что на этом не стоит экономить. Масло меняю раз в 15 тысяч. Да, кстати, по поводу интервала замены. Машину, как говорил, уже брал в Германию. В Германии интервал замены на таком масле Long Life 30 тысяч километров. Считаю, что для России с ее морозами и грязью половина от 30 это нормальный срок. Кто-то меняет через 10, но это его право. Машина у меня прошла уже 255 тысяч километров. Взял я ее 46 тысяч было. Так что вот. Повторяю, в Германии меняют масло раз в 30 тысяч. Машина прошла 46 тысяч километров. В истории техобслуживания замена масла за 46 тысяч была только один раз. На ТО на 30 тысячах километров. Вот под фильтром вот столько грязи. Перед заменой я еще каждый раз пылесошу. Снимаю эту решетку и под решеткой тоже. Сейчас сниму решетку и также вам покажу, что творится там. Это всего фильтр менялся 15 тысяч километров назад. Вот перед заменой нового фильтра желательно вот это все пропылесосить, так как вся эта грязь попадет в новый фильтр, что существенно сократит его срок эксплуатации. Я всегда пылесошу перед заменой. Ну вот примерно так. Сейчас ставим отражающую решетку и новый воздушный фильтр. И все, собираем. Новый фильтр на месте. Ставим короб. Подключаем разъем и воздушную трубу. Обязательно смотрите, чтобы корпус фильтра сел на место. Здесь вот такие вот есть зацеплялки. Они входят в дырочки специальные. То есть он должен сесть на место, и соответственно вот эти вот защелки там и там, но там с другой стороны не снять, они должны быть на месте. Фильтр должен, корпус фильтра должен сесть по всему периметру. Вот, чтобы этот хомут поставить, вот нужны как раз вот такие вот щипцы. Одной рукой неудобно. Смысл понятен.